Зовут Калинина Татьяна, вы на канале Школы прогнозов Альфа, и сегодня мы с вами разберемся в одной очень животрепещущей теме, которую вы часто запрашиваете в комментариях. Я на эту тему уже сделала один раз свое высказывание в рамках какого-то другого эфира на другую тему, и в общем-то мы не останавливались на теме дефолта достаточно подробно, а вот сегодня я хочу рассмотреть этот вопрос в деталях и показать вам несколько гороскопов стран, где случился дефолт, а также сравнить с тем гороскопом, который будет на 2022 для России, для США, и посмотреть, кто первый, да? Потому что политологи, экономисты предвещают дефолт то России, то США. Столько много факторов, которые могут на это повлиять. И вроде бы это как будто бы уже свершившийся факт, что вот-вот все рухнет. В общем, мы с вами проверим эти слухи с помощью наших инструментов, с помощью астрологии и сделаем свои выводы. Так. Ну, в общем, вы меня хорошо слышите, я очень рада. И давайте рассмотрим первый гороскоп. У нас сегодня с вами будет целое исследование на тему дефолта. И, в общем-то, давайте его начнем. Вот он, годовой гороскоп России на 2022 год. И в целом, если мы с вами в тему дефолта не погружаемся и смотрим на него поверхностно, то мы просто видим, что второй дом, дом денег, он достаточно серьезно поражен, потому что Луна у нас здесь, хозяйка 10-го, находится в падении, и она предвещает нам какие-то негативные события. То есть даже человек, не погруженный в тему мунданной астрологии глубоко, может понять, что второй дом — это дом денег, Луна в Скорпионе — это плохо, поэтому вот в сочетании двух этих факторов мы имеем, значит, легенькое такое предсказание о том, что 2022 год будет для России кризисным с финансовой точки зрения. Но, тем не менее, давайте-ка поглубже зайдем в этот вопрос. И для того, чтобы мы с вами сориентировались, я предлагаю посмотреть гороскоп России на 1998 год. И этот гороскоп работает с 12 июня 1998 года, а дефолт произошел в августе. Поэтому даже тот гороскоп, который мы рассматривали ранее, на 2022, он только-только начал работать. То, что было в первой половине 2022 года, это, извините, еще предыдущий гороскоп. Сегодня же у нас на дворе, насколько я помню, 14 июня, а 12 включился новый годовой гороскоп России. Так вот, что касается 1998 года, когда был кризис, вот гороскоп, который нам подсказывает признаки дефолта. У меня тут целая исследовательская книга волшебная с формулами. Итак, что было в августе 98-го? Обратите внимание, что управитель второго дома денег — это Венера. Она очень сильно поражена падающим Сатурном. Конечно, Сатурн в падении — это один из самых больших вредителей, больше, чем все остальные. Поэтому первый признак, что Венера, хозяйка второго дома, и второй признак — Венера поражена Сатурном. Здесь она соединена с ним. Третий фактор. Сатурн является хозяином шестого дома. Ведь дефолт — это технически неспособность государства платить по счетам, по долгам. Либо по основному долгу, либо проценты сверх этого основного долга. Так вот, хозяин шестого в гороскопе государства, если соединяется со вторым домом или с хозяином второго дома, он показывает именно какие-то долговые проблемы в этом государстве. Сатурн здесь слабенький, да, он вредненький, портит сферу денег страны, поэтому, в общем-то, и произошел дефолт. Какие еще здесь интересные факторы? Управитель второго, значит, у нас соединяется с хозяином шестого. Второй — деньги, шестой — проблемы. Это Сатурн и хозяйка дома денег Венера. Вот у нас уже, по крайней мере, 3 интересных наблюдения. Мундха, которая у нас показывает главные события года, а это именно годовой гороскоп, она стоит в знаке Венеры.
то есть хозяйки второго дома. Ну, это так, это такое прям замечание, потом пригодится. И если мы смотрим следующий гороскоп, гороскоп США, в США было несколько дефолтов, не этот. В США было несколько дефолтов, например, в 1790 году, вскоре после создания Соединенных Штатов Америки произошла дефолтная ситуация, и она опять, обратите внимание, идет в тот год, когда хозяйкой второго дома денег в гороскопе становится Венера. Интересное совпадение, правда? И Венера здесь сильна, то есть это нас не должно обманывать. Венера у нас опять находится под влиянием Сатурна, Сатурн аспектирует Венеру, и это происходит из 12-го дома. Интересный нюанс, что здесь хозяин шестого затерялся где-то в третьем доме, то есть этот фактор, как видимо, не является супер обязательным, но двигаемся с вами дальше. Вот интересный еще факт, что Венера была в соединении с Плеядами. Венера у нас в 10 градусах 11 минутах знака Телец. И несмотря на то, что Телец — это очень хороший знак для Венеры, но вот именно та часть, где Плеяды, она не очень хороша, потому что Плеяды — это 7 звезд, сейчас видно 6, одна, ну скажем, наехала на другую, слилась с другой, и это порождает миф об исчезновении, о потере, исчезновении, растворении. Так что тут как бы хозяйка второго дома, дома денег растворяется, да, вот в этих Плеядах. Ну вообще соединение планет в личном гороскопе с Плеядами не предвещает хорошего характера, предвещает склонность к излишним развлечениям, к интоксикациям, обжорству и все прочее. Вот такой гороскоп. Смотрим дальше. Следующий кризис, да, который привел за собой дефолтную ситуацию в США, это годовой гороскоп на 1862 год. В общем-то, не часто происходят дефолты в США, как я посмотрю, 1790, 1862, потом 1933, и 1933 не было. Ну, уже почти 100 лет прошло. 90, да? 90 лет. И, в общем-то, экономика США оказалась для дефолта у нас такой показательной, но не слишком часто. Не слишком часто у них происходит. У нас дефолт был в 1998, до этого в 90-91 были такие же, да, тенденции. В 2008 у нас пришел кризис мировой к нам. Мы там тоже посмотрим этот гороскоп. То есть у нас намного чаще. Нету такой стабильности. Давайте 1862 разберем. Здесь опять хозяйка второго дома Венера. Вот она стоит у нас в Тельце. То есть нас, опять же, не должно обманывать, что Венера у нас стоит в своем знаке. Она также неподалеку от этих Плеяд, неподалеку 4 градуса. Плеяды, по сути, 3-4 градуса и длятся, их продолжительность угловая. И здесь мы видим, хозяйка второго дома находится под аспектом Сатурна. Опять. Сатурн аспектирует хозяйку второго дома. И Сатурн снова является хозяином шестого дома. Вот эти вот долги, враги, болезни. Ну, в данном случае, конечно, долговые обязательства и какие-то споры. Причем этот аспект опять у нас происходит из 12-го дома. То есть дустханы включены в ту формулу, которая дает нам дефолт. Через годовой гороскоп показывает нам дефолт. Что здесь еще интересного? Мундха, то есть показатель главных событий года, стоит во втором доме, в знаке Венеры, естественно. Вот. И она тоже, эта Мундха, находится под влиянием, под аспектом хозяина шестого дома, под аспектом Сатурна. Плюс еще здесь есть аспект от Марса, хозяина восьмого дома. Ну, то есть Мундха такая, скажем, раздраженная. Если мы перейдем в следующий гороскоп,
Это годовой гороскоп на 1933 год. Ну, технически это 32-й, просто событие произошло в 33-м, но до включения гороскопа на 33-й год. Так вот, это гороскоп у нас также года, который принес дефолтное состояние. И здесь мы видим Луну, то есть пока все хорошо. Хозяин второго дома у нас в 10-м. И интересно, что, сейчас скажу, хозяин второго, так, подождите, подождите, этот гороскоп неправильно нарисован. Здесь другие есть показатели. Правитель второго должен быть Меркурий. Может быть, вот он перепутан. Нет. Давайте пропустим этот гороскоп. Но, в общем, в гороскопе на 1933 год у правителя второго был Меркурий. Меркурий был в 12-м доме, опять Дустхана. Меркурий принимал аспект от Сатурна, опять повторение, Сатурна. Управитель второго имел аспект хозяина шестого, Сатурн был хозяином шестого снова. И управитель второго соединялся с управителем восьмого дома в 12-м, то есть была випарита раджа-йога. У нас гороскоп на 33 год повторял те комбинации, которые прослеживаются в предыдущих годах для дефолта. И если мы с вами... И, кстати, Мундха там была в 11-м доме, правильно она здесь прорисована. Мундха была в 11-м доме, она соединялась с хозяином шестого. Ну, в общем-то, вот он. Тут очень странный такой гороскоп. Что-то совпадает, что-то нет. Она была соединена с хозяином шестого. То есть Мундха опять стояла в 11-м доме, показывала что-то касаемо денег и экономики. Либо во втором, либо в 11-м, либо в знаке хозяйки второго дома. Да? То есть какая-то связь Мундхи, главного события года, с вторым домом должна присутствовать. Или с 11-м. Это один из домов денег. Давайте посмотрим, что вы мне пишете. Успеваете ли вы за темпом повествования? Мы сейчас вернемся с вами на начало. Глянем гороскоп России на 2008 год и на 1998. Еще раз. Возвращаясь к первому гороскопу, да, дефолтному, мы опять увидим все вот эти черты. Хозяйка второго Венера, она находится в соединении с Сатурном, либо в каком-то влиянии от Сатурна. Она находится во влиянии хозяина шестого, ну в данном случае это Сатурн, совпадение факторов. И Мундха имеет отношение к деньгам и к кризисным домам, потому что Марс у нас хозяин восьмого дома, Солнце у нас хозяин 12-го. Вот вам прекрасный пример того, что випарита раджа-йога, вот эта хваленая, которую воспевают в своих лекциях другие астрологи, в своих книгах, ну вот она, пожалуйста, дает свои результаты. Какие же здесь хорошие результаты? Вообще я от випарита раджа-йоги не жду ничего хорошего, лишь бы остался жив. То есть раджа-йога компонент, он, судя по всему, и показывает себя в том, что трудности, которые возникают в период випарита раджа-йоги, не убивают человека, а дают ему пройти вот эти трудности. Так вот, когда я думаю о астрологах, которые хвалят эту йогу и, собственно, приписывают ей благоприятные результаты, я сразу понимаю, что это астрологи не практики, что у них мало гороскопов, где встречалась эта випарита раджа-йога. И, возможно, те гороскопы, по которым они делают свои выводы, это одно из исключений. Потому что вот сколько я не смотрю эти гороскопы с випарита раджа-йогами, то кто-то умер в этот период, то человек сам на краю гибели, то какой-то вот дефолт, если это гороскоп страны. Ну, в общем, не надо випариту раджа-йогу сильно переоценивать. Итак, гороскоп России на 2008. Дефолта не было. Был глубокий кризис. Давайте посмотрим. У нас Меркурий, хозяин второго дома.
Меркурий, не Венера, да? Но Меркурий и Венера оба являются показателем денег. Давайте смотреть другие факторы, у нас же есть более такие техничные. Например, участие хозяина 6-го дома. Венера, хозяйка 6-го дома, она соединяется с хозяином 2-го Меркурием. И вот вам первое попадание. Вот вам первое попадание. Они далековато от этих плеяд, от вот этого исчезновения денег. Знаете, как есть вот такие ролики в интернете, когда еноты, полоскуны, им дают большую вату сладкую, они начинают ее промывать, ну, потому что все моют перед едой, и она у них исчезает, они вот так вот лапками делают, типа, где, куда делась вата. Вот эти же самые ассоциации у меня вызывает присутствие планеты рядом с плеядами, что вот это вот будет. Только касаемо чего, конечно, это решается от того, каким домом управляет планета, стоящая рядом с плеядами, и в каком доме она стоит. Давайте посмотрим на 2008 еще раз. Вот у нас хозяин 2-го с хозяином 6-го. У нас есть соединение еще и с Солнцем хозяина 2-го дома. Давайте посмотрим. 27-27 стоит солнышко, Меркурий 20-57, Венера 28-13. То есть Венера и Солнце, они в планетной войне. И кто из них выигрывает? Выигрывает тот, чья долгота меньше, кто ниже стоит, к горизонту ближе. Это Солнце. То есть Солнце выигрывает, 6-й дом проигрывает. Ну вот эта ситуация кризиса, когда дефолта не произошло, то есть какие-то черты есть, но формула не исполняется на 100% полностью. Хотя в целом, когда мы с вами пробежимся вот по гороскопам остальных дефолтов, мы видим, что достаточно, ну там 3/4 факторов, не обязательно вот это 100% попадание должно быть. И также есть дефолты разной тяжести, валюта может обесцениться на 40%, на 50%, а может в 35 раз обесцениться, все по-разному. Так вот, давайте-ка смотреть самую главную интригу. Это гороскопы. Так, 98-й мы с вами обсудили. Это гороскопы России и США на 2022. Да, давайте на Россию под конец оставим. Сначала про США. Гороскоп США на 2022. Мы должны себе ответить на один вопрос, когда комментируем вот эти слухи, что в США вероятен сейчас дефолт. Мы должны понять, вот этот гороскоп похож на гороскоп дефолта или не похож? Никогда мы не будем искать 100% попадания. Но наша задача сделать вывод. Будет дефолт или не будет? Давайте смотреть. Венера, хозяйка 2-го дома. Попадание есть. Венера стоит в 9-м, да? Она далеко от плеяд, ладно, бог с ними. У нас Сатурн хозяин 6-го, но он не аспектирует Венеру. То есть вот второго пальчика мы не можем с вами вот так вот загнуть, у нас один пальчик. И хозяин 6-го не касается Венеры. Также хозяин 6-го не отбрасывает аспект сюда, на 2-й дом. Да, здесь вот Кету стоит, это просадка явная в экономике. Кету у нас отнимает, делает неактивным, то есть экономика может просесть, сжаться немножко. Луна здесь дхана-йогу формирует, то есть в общем-то какие-то компенсационные вещи есть. И самое главное, что Сатурн не касается Венеры, Сатурн не касается Луны. То есть, на мой взгляд, астрологический, этот гороскоп не даст дефолта в 2022 году. Не даст. И не нужно верить слухам, что вот-вот экономика США схлопнется настолько, что доллар обесценится и все прочее. Пока нет. Ну, я и 23-й год посмотрела, там тоже есть кризисные какие-то вещи, но вот этой дефолтной формулы не повторяется.
Хотя какая-то одна черта, то есть восходящая лагна с Венерой, которая является хозяйкой второго, и Сатурн хозяином шестого, присутствует, но они не соприкасаются. То есть это и показывает слухи о событии, но что событие не случится. Да, я заметила, что у меня перелистнулось, у меня просто пульт пролистывает чуть дольше, чем ожидается, и часто я нажимаю, а он уже слишком много пролистал. Давайте теперь к России перейдем. Это 2008, 98. И вот он, грядущий год. Мы прожили уже от него 2 дня. Вот. Поэтому он будет работать, этот гороскоп, до 12 июня 2023 года. Мы в этих рамках сейчас делаем прогноз. Итак, что я вижу? Опять наша задача стоит следующая. Похож этот гороскоп на гороскоп дефолта или не похож? Угу. Итак, мы видим, что хозяин второго Марс, не Венера. Ну ладно. Марс стоит в 6-м доме. Так, у нас уже одно совпадение. Марс находится вместе с хозяином 6-го дома. Угу, у нас второе совпадение. И даже у нас есть с вами аспект от Сатурна на 2-й дом. 3-й, вот он, 10-й аспект от Сатурна. 3-й фактор, да. Там также в одном из гороскопов Сатурн не являлся хозяином 6-го. То есть здесь как бы формула распалась на другие составляющие. Тут есть компонент хозяина 6-го, аспектирующего, соединяющегося с хозяином 2-го дома денег, и есть компонент отдельно. Вот отдельно Сатурн смотрит на 2-й дом. Похож или не похож? Напишите мне в комментариях, что вы считаете. Пока вы мне пишете, я буду анализировать Мундху. Мундха — главные события года. Мундха стоит рядом с солнышком. Солнышко у нас хозяин 11-го дома. Похож или не похож? Мундха, значит, Мундха у нас стоит в 8-м доме, то есть хозяин 11-го чпоньк, вот сюда убежал, рухнул. Ну, Луна здесь пораженная, это понятное дело, это сразу видно. Тут Меркурий еще. Получается, что соединение хозяина 11-го, 12-го вместе с Мундхой. Понятно, что здесь Мундха стоит в знаке Венеры, а Венера показывает на войну. То есть главная тематика года — это военные события. Вот это она показывает. Но также она может показать какие-то дефолтные вещи, правда? Давайте посмотрим ваши комментарии. Похож или не похож? Ну, Венера, да, она должна быть. Но, опять же, вот, к сожалению, этот гороскоп на 1933 год, когда дефолт в США был, я его не смогла показать, но там управитель 2-го был Меркурий. То есть это правило может нарушаться. Не 100% ожидания только когда Венера хозяйка 2-го. Не 100%. То есть, в принципе, я этот фактор могу игнорировать, что хозяин 2-го не Венера, а Марс. То есть классический такой дефолт, прям когда все рухнуло, да, это Венера. И это Меркурий. Здесь, как я считаю, гороскоп похож на дефолтный. И я делаю вывод, что в 2022 году до 12 июня 2023 года дефолт будет. Но, скорее всего, он будет частичный, потому что формула полностью не выполняется. Это может быть технический дефолт. Это может быть дефолт, который не в 35 раз обесценит, а там, на какое-то, на 30, на 40%, на небольшое какое-то относительно другого разорения, которое может быть показано полной формулой. То есть тут тоже формула может показать тяжесть события. Здесь формула однозначно есть. Хозяин 2-го вместе с хозяином 6-го. Хозяин 2-го в 6-м, в Дустхане. Это еще один фактор. Аспект от Сатурна. Это есть. Поэтому
Мундха также, да, главное событие года, она связана с 11-м домом, с домом денег, она в 8-м доме, в доме скандалов, конфликтов, инвестиций. Инвестиции, скорее всего, будут затруднены и все прочее. Но, на мой взгляд, этот гороскоп показывает, что до июня 2023 в России будет частичный дефолт. Частичный. И вот еще одно интересное рассуждение. Нет, я не путаю понятие дефолт и экономический кризис. И гороскоп 2008 мы также рассматривали как сильный экономический кризис без дефолта. А что было после дефолта? Вы в курсе? Да, я в курсе. Так, смотрите, вот именно об этом я и хочу поговорить. Насчет неправда. Вы обещали дефолт России с мая по август 2021. Я говорила, что может быть кризис, потому что шел период Солнца. Солнце было в падении в карте D10, это карта экономики. Ну, видите, чуть позже пришел он. Хотя, о чем мы говорим? На самом деле кризис был, просто он не такой был глубокий. Что еще? Вот такой фактор. Интересно, что... Значит, в 1998 году произошел дефолт, да? И что случилось в 1999? Сменилась власть. И правитель, который допустил дефолт, обычно долго у власти не задерживается. Народ не может принять такую власть, даже если человек самый там законченный тиран, или он жестокий, или он какие-то циничные на внешней политической арене принимает решения. Этот народ все в принципе может простить. Но когда происходит разорение страны, власть, скорее всего, поменяется. Видите, не прошло и 1,5 лет, как Ельцин должен был бы быть отстранен. Да, конечно, есть фактор здоровья, да, есть фактор каких-то проблем, которые были у Бориса Ельцина. Но, тем не менее, дефолт — это очень большая угроза потери доверия и потери легитимности. Легитимности, да, поддержки и согласия народа на то, что руководитель страны именно вот этот человек. Поэтому, конечно, власть будет всяческими способами стараться избежать дефолта, либо, по крайней мере, если он происходит и с этим ничего не поделаешь, представлять это не как дефолт, не как, как, я не знаю, там, козни Запада, да, против народа, и могут замораживать курс рубля, не открывать кассы, не открывать московскую биржу. Могут быть разные выходы из этой ситуации, чтобы как бы это вот так вот сгладить. Потому что одно дело встать на трибуну и сказать: ребята, сегодня у нас курс доллара упал, там, вырос в 8 раз, и валюта наша упала в 8 раз. Это одно. А другое дело компенсировать это хотя бы какими-то новостными вот этими сглаживаниями и большей пропагандой того, что Запад все давит все больше, но мы делаем все возможное. То есть вы должны понимать, что это не в интересах власти, чтобы вы поняли, что дефолт произойдет. Поэтому я думаю, что нас будут вот максимально вот так вот выводить с этой темы и не называть это дефолтом, так же как конфликт на Украине не называется словом война, он называется специальной операции, да, военной. То есть вот это будет максимально нивелироваться, сглаживаться, и, не знаю, вряд ли мы с вами, наверное, такие заголовки увидим, что сегодня дефолт произошел. Хотя, может, и увидим какие-нибудь независимые СМИ. Что такое дефолт для нас с вами? Да? Какие могут быть результаты? Обесценивание национальной валюты, рост курса иностранной валюты, рост цен, потому что все компоненты, которые используются в продуктах, в одежде, в каких-то гаджетах, в
косметике, во всем. Если есть какие-то западные компоненты, а у нас очень много западного, мы даже кур растим из западных эмбрионов, да, там, произведенных за рубежом, зачастую. Поэтому цены на продукты даже внутреннего производства будут дорожать, будут увеличиваться за счет того, что есть ввозимые компоненты. Ну и также я, конечно, уже молчу про полностью импортные товары. Спад экономики. Что такое вообще спад экономики? Это когда никто старается ничего не покупать, там, ужаться, подэкономить, лишний раз не ходить там, в кино. Ну, знаете, вот все эти базовые вещи. То есть развлечения отпадают прежде всего, элитные там продукты и все прочее. Ну вот ситуация, когда никто ничего старается не покупать, и деньги, которые в экономике вращаются, они уменьшаются, и это называется хлопыванием экономики. Начинается вот эти вот экспертные советы, да, дефолт — это отказ по долгам, а не просто кризис. Если дефолт — это падение доллара, должно быть не падение доллара, а повышение. Так, а кому сейчас легко? Правильно, а кому сейчас легко? Вот так вот. Значит, если мы берем с вами тему дефолта и анализируем прежние дефолты, которые были в мире, в США, в России, то мы приходим с вами к выводу, я прихожу к выводу, что 2022 год вполне до лета 2023 может принести дефолтное состояние, но по моим прогнозам, скорее всего, это будет частичный какой-то дефолт, не разрушающий все и вся, потому что все-таки есть какие-то погрешности в формуле, есть какие-то смягчения. Вот так вот. У нас скоро пройдет мастер-класс «Галактики в гороскопе». Приглашаю вас на него, особенно тех, кто уже астролог, знакомый с темой Deep Sky астрологии. Я знаю, что у вас много. И также, может быть, новички увлекутся этим, то есть анализом того, как объекты глубокого космоса влияют на гороскоп. То есть это кометы, галактики, неподвижные звезды, которые не принадлежат к Солнечной системе. У нас только одна звезда в Солнечной системе. Догадайтесь, какая. И также у нас скоро стартует вторая ступень. Вот я очень много сейчас времени рабочего посвящаю именно этому. Записываем уроки, делаем практику, мы делаем тесты. В общем, активно мы сейчас работаем над второй ступенью. И 23 числа, 23 июня у нас стартует. Поэтому если вы проходили у нас первую ступень, проходили у нас третью ступень или где-то учились в другой школе и знаете азы астрологии, приходите на вторую ступень, научим прогнозировать. Вот так вот. Я рада, что вы были со мной. Вы молодцы. Посвящайте свое время астрологии, саморазвитию. Прошу вас в комментариях быть терпимыми друг к другу. И жду вас в следующих видео. Всем пока-пока.